Святой пророк Агей. Память 29 декабря по новому стилю. Святой пророк Агей происходил из колена Левийна и родился в плену вавилонском. Еще будучи в юношеском возрасте, он возвратился из Вавилона в Иерусалим и пророчествовал здесь со святым пророком Захарией 36 лет. Оба они жили за 500 слишком лет до воплощения Христова. Святой Агей был современником построения второго Иерусалимского храма, воздвигнутого на месте первого, Соломонова. Построение сего храма было предпринято по возвращении из плена вавилонского Зоровавелем, предводителем иудеев, отпущенных на родину царем персидским Киром, который назначил его правителем Иудеи. Сооружение храма было сопряжено с большими трудностями, ибо сему препятствовали самаряне, участие коих в построении храма было отклонено иудеями, желавшими сохранить чистоту и неприкосновенность богослужения от всего нечистого, языческого. Самаряне подкупили начальников некоторых персидских областей, и те клеветали на иудеев пред двором персидским. Но главным препятствием к успешному сооружению храма было то, что прежнее горячее усердие иудеев охладело. Они устремили свою деятельность на другое, занялись строением и украшением собственных домов, полагая, что еще не приспело время строить Дом Божий. Представляли они иные предлоги для оправдания своей беспечности. И вот в сие время посылает Господь к иудеям пророка Агея с обличением и угрозами, а также и обещанием высшей помощи и славным пророчеством о превосходстве и величии второго храма пред первым. С помощью Божией и при содействии пророков Агея и Захарии Зоровавель преодолел козни врагов и бездеятельность иудеев, и храм, начатый в 520 году до Рождества Христова, был окончен в 516 году, в 6-е лето правления царя персидского Дария. «Руци Зоровавелевы, — сказал Господь через пророка Агея, — основаша храм сей, и руцы его совершат его». Всех речей пророка Агея, относящихся к сооружению храма, 4. В них пророк возбуждает иудеев к строению обличением их беспечности и нерадения о Доме Божьем и указанием безуспешности от всего в делах их, бесплодия земли и других наказаний Божьих. Он возбуждал их также безопасностью и благовременностью строения, уверением присутствия и покровительства Божия в всем деле, величием и превосходством нового храма, необходимостью его для них и обещанием им благословения Божия на исполнение воли Господа. Величественно изображает пророк будущую славу сего храма и утверждение незыблемого царства на земле, царства Христова,
Сице глаголит Господь, Вседержитель, еще единую аз потрясу небом и землею, и морем и сушею, и сотрясу вся языки, и придут избранные всех языков, и исполню храм сей славы. Велия будет слава храма сего, последняя паче первые, глаголит Господь Вседержитель, и на месте сем дам мир. И еще было слово Господне ко пророку: цик к Зарававелю, сыну Салафиилеву, от колена Иудова, глаголя: аз потрясу небом и землею, и морем, и сушею, и превращу престолы царей, и потреблю силу царей языческих. В той день, глаголит Господь Вседержитель, приимутя Зарававелю Салафииле, раби мой, глаголит Господь, и положу тя, яко печать, понеже тя избрах, глаголит Господь Вседержитель. По кончине своей святой Агей с честью был погребен близ священнических гробов, ибо происходил из священнического рода. Был он мужем совершенным в добродетели, и как славный и великий пророк был любим и чтим всеми. Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит праздник или празднующий. Изображается святой Агей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглой бородою. Голова его частью была лишена волос. Святой пророк Агей, моли Бога о нас.